Твой новый шанс на счастье. Появится ли женщина, которая все-таки подарит тебе счастье, с которой наконец-то испытаешь все эти чувства, о которых мечтал? Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Мои хорошие, знаете, перед вами сейчас может быть какая-то очень серьезная дилемма. Вот вы должны принять какое-то решение. У кого-то это может проиграться, даже вот связано с переездом, с глобальными какими-то переменами в жизни, со сменой работы, да, у каждого это по-своему проиграется. Либо какие-то еще другие принятия решения, но вот именно взвешенно, не спеша, потому что это касается, ну, каких-то глобальных перемен в вашей жизни. Последнее время, может быть, даже как-то вот заскучали вы, какая-то жизнь может быть скучная, нет тех эмоций, ну, нет какой-то радости, веселья, наоборот, как будто какой-то хаос в душе, в мыслях, в жизни. Вы не можете разобраться, может быть, как двигаться дальше, куда двигаться, как быть, как жить, что делать. Здесь такая история, которая очень сильно фонит мне по поводу вашей карьеры, да. У кого-то может быть в перспективе и уже, может быть, даже на кону стоит ваше повышение по карьерной лестнице. То есть, либо вы недавно выросли, да, на ступенечку уже, либо вы планируете, да, может быть, хотите запустить этот процесс, да, чтобы вас как-то вот повышали. Денежки автоматически придут в вашу жизнь. В принципе, я не вижу, чтобы вы особо бедствовали. Вы не из тех людей, которые будут сидеть без денег. Вы выкрутитесь по-любому просто. Вот вы хоть и к соседке пойдете где-то там что-то смастерить, да, и она какую-то денежку вам даст. Но вот финансовый момент все же, сейчас я уточню, ребят, финансовый момент мне показано, что у кого-то может быть, да, поскольку это общий расклад, финансовый момент может у кого-то сейчас немножко как бы подвиснуть. Либо недавно у вас были большие траты, что вы слишком потратились, и теперь ну, практически без денег можете сидеть. Либо же вот снова-таки нам показано, либо из-за того, что урезали зарплату, да, либо какое-то сокращение, как раз вы можете и думать, да, что делать дальше, куда двигаться, где искать новую работу, потому что с работами, ну, как-то так сейчас не очень хорошо, да. Поэтому этот момент тоже у кого-то может проиграться, что достаточно тяжело сейчас найти работу. Вы человек движения. На самом деле, вот вы не привыкли сидеть сложа руки, да, и вы просто вот обмозговываете. Вот нам сегодня вокруг да около постоянно почему-то вот именно вокруг вашей ситуации говорят карты, что у вас какой-то остро наболевший вопрос. Вот напишите, ребят, у кого из вас какой сейчас вопрос наболевший, потому что, ну, вот все, как я не раскладываю карты, все говорит о том, что какая-то проблема, дилемма, неважно, работа, переезды, деньги, у каждого свое, но вот что-то нужно решить. И вы, как слепой котенок, можете сидеть и думать, елки, это какой-то тупик, да? Вот у кого-то реально может быть, что тупик, вот то ли по работе, да, вот, ну какая-то такая проблема, которую нужно сильно обдумывать. Это не импульсивные какие-то решения должны быть. Вы его найдете, вы, в принципе, уже наметки какие-то, может быть, сделали. Но тяжело, вот в душе тяжело, знаете, особенно когда вам не на кого особо опереться, потому что я не вижу рядом с вами, даже вот женщину я не вижу. Скорее всего, здесь меня многие холостяки смотрят, но, скорее всего, либо же люди, которые могут быть даже в отношениях, но это одиночество вдвоем. Как правило, тогда, ну, не показывают карты, да, потому что вы даже не воспринимаете свою женщину как женщину. Это как мебель, да, как диван, который стоит рядом, ты ее видишь, да, этот диван передвигается по дому. У вас сейчас, я вам скажу, не самый лучший период жизни. И почему-то мне показано, что кто-то из вас, возможно, как-то в пессимизм может уходить. Почему? Давайте еще уточним. Ну, снова, посмотрите, одни и те же карты. Снова показано, что
Вот как будто жизнь остановилась, застопорилась. Вот именно из-за этих проблем. Вот вы можете не видеть выхода, хоть и взвешиваете, тоже может проиграться. Плюс кто-то из вас, опять же, может думать, что да что ж такое, да что ж за черная полоса, вот как будто, ну, как говорят, да, как порчу навели, да, как будто сделано что-то. И там не везет, и там не везет. Хотя вы, в принципе, сильный мужчина, вы привыкли решать проблемы, но здесь вот может быть какая-то такая, ну уж слишком острая, насущная проблема, которую даже вы не знаете порой, как решать, да, поэтому и застопорились. На ком-то из вас снова-таки мне показано, что есть действительно магическое воздействие, но более подробно. Да, вот смотрите, на одиночество сделано. Ребят, у кого из вас? Ну, мы сейчас не будем разбираться, потому что это на диагностику, это на личный расклад, в принципе, вы можете записаться. Но обратите просто внимание, кто из вас не может длительное время устроить свою личную жизнь, там, либо женщины отпадают очень быстро от вас, да? Здесь у многих может проиграться, что это именно виновница магия. Поэтому, мои хорошие, смотрите, двигаемся дальше. У кого есть такая проблема, на личный расклад записывайтесь, телефон шапки профиля. Так, будет ли у вас новый шанс на счастье? Давайте смотреть, потому что сигнификация мне не очень нравится. Ух ты, сразу же у нас выпадает женщина. В вашей жизни появится женщина, но смотрите, вы настолько уже травмированы в своем прошлом женскими выходками, закидонами, все то, что они вытворяли, ваши женщины, что даже когда вы повстречаете эту свою распрекрасную даму, которая вам в принципе понравится с первого взгляда, вы сразу же подсознательно или сознательно вы начнете включать как бы защиту, да, внутреннюю защиту. Это очень такой автоматический процесс может быть, что вот эти вот страхи, ваши прежние сомнения, опасения, чтобы не наступить на те же грабли, они у вас активизируются, ну просто в ту же секунду. Поэтому у кого-то может быть, да, вы познакомитесь с женщиной, скорее она будет темноволосая, но опять же не обязательно, это общий расклад, она моложе вас. Она, ну такая, она не спеша как-то живет, она добрая, она даже вот как-то сдержанная может показаться, да, вот то ли это скромность какая-то, она абсолютно не из наглых, не из тех, которые любят тусить где-то. Она скорее очень домашняя женщина. Довольно симпатичная. Я не скажу, что она супер там кукла Барби, но довольно симпатичная. Она вам понравится, но опять же ваши вот страхи, сомнения из прошлого, да, от вашей звезды королевишны, которая была когда-то, вот они сразу же включатся, активизируются. Поэтому я не могу сказать, что сразу вы кинетесь прям на амбразуру на эту женщину, да, вот ее завоевывать. Давайте посмотрим, что будет дальше. Что будет дальше между вами, да, если вот вы уйдете в дистанцию. Вы можете взять телефон. Да, знаете, вот мне показано абсолютно точно, что вы, даже вот познакомясь с этой дамой, вы можете реально взять телефончик и пропасть на несколько дней, допустим, да, вот банально не звонить, хотя она будет вот по дьяволу, она будет безумно вам притягательна, она будет вам нравиться, как женщина. Но вы возьмете осознанную паузу, чтобы обдумать, все взвесить, потому что вы уже это проходили, вы уже знаете, да, вы сами себя вот будете связывать по рукам и ногам. И не будете абсолютно торопить события, потому что страх – это большая сила, это постоянно говорю, ребят, в раскладах. Кто-то из вас, вот мне показано, что, может быть, кинетесь даже в эти периоды паузы, кинетесь, может быть, смотреть видео там какие-то по психологии отношений. Вы можете читать где-то что-то, как себя вести в такой ситуации, да. Вы можете в эту паузу разбираться с своим внутренним миром, да, вот взвешивать все за и против. Ну, то есть у вас очень сильно включится вот логика, анализ. Причем вы можете сначала вот как-то поддерживать уровень, ну, общения по смс-кам, там, звонки, вот в таком ключе. Это не значит, что вы, допустим, будете вот просто ушли в себя, да, вот закрылись, там, пропали на несколько дней или на неделю. Нет, вы будете такое робкое общение сначала с ней поддерживать. Ну и втихаря, конечно же, кто-то, кстати, может даже на расклады записываться. Потому что
Опять же эти все страхи и сомнения, да, обычно как мужчины, даже вот ко мне записываются, говорят, вот познакомился с женщиной, а посмотрите, какая перспектива будет, да, вот что у меня с ней будет. То есть вы даже с помощью этого хотите себя обезопасить. Плюс вот на дне колоды у нас, да, зима и гололед показано, да, вот пятерка пентаклей. Это еще может говорить о том, что на момент знакомства с этой дамой вы, может быть, не все будете готовы к отношениям. Особенно это может проиграться у тех, кто недавно разошелся. То есть, с одной стороны, она вам понравится, а с другой еще такое внутреннее ощущение, что я не очень-то готов, да, я не могу вкладываться, не могу душу вкладывать в эти отношения, хоть она мне нравится, она притягательна, да, я могу ее хотеть как мужчина, вот в таком ключе. Но вы же взвешиваете все как, ну, как бы взрослый, самодостаточный мужчина, да. Что будет дальше, да? Вот вы скроетесь немножко, отстранитесь, отдалитесь, а потом проявитесь. Смотрите, все-таки вы победите страх. Вы победите свой страх и начнете, я не скажу, что прям кинетесь, вот вышли вы из своей пещеры, так сказать, да, и побежали ее завоевывать. Нет, вы просто начнете более часто проявлять активность. Если это были какие-то редкие звонки либо смски, вы начнете это делать больше, чаще. Вы начнете, может быть, даже если пока это будет разговоры по телефону, да, опять же, это общий расклад, поэтому переворачивайте под себя. Не может быть у всех одинаково, да. Кто-то будет чаще сначала писать, смотря какой у вас психотип, да, какие страхи, сомнения, это у всех по-разному. Кто-то начнет вести более длительные вопросы, вернее, разговоры по телефону, а кто-то начнет уже приглашать настойчиво на свидание, да, поэтому смотря какой вы человечек, поэтому у всех и проиграется по-разному. Но то, что вы включитесь после паузы более активно, это однозначно. То, что будет встреча, у кого-то раньше, у кого-то позже, да, опять же, это будет зависеть от ваших внутренних настроев, от ваших мыслей, как быстро вы готовы покорять эти вершины, да, и сближаться с этой женщиной. Потому что мне показано, что кто-то из вас, ну, будет, в принципе, готов уже в первую ночку провести первое свидание с ней, да, вот после паузы, сразу же остаться на ночь, допустим. Но будут и такие, которые будут стопорить, да, погуляли, в кафешке посидели и разошлись. Опять же, это будет зависеть исключительно от вашего психотипа, да, и внутреннего состояния, как я уже сказала. Женщина вам может показаться поначалу немножко такая, ну, то ли сдержанная, да, опять же, здесь может быть ее вот скромность, как я уже говорила, она вам может показаться, что вот, может быть, вы недостаточно интересны, может быть, вот она такая холодная сама по себе есть, но нет, ребят, она не холодная абсолютно, она просто не из тех развязных женщин, которых вы видите очень часто вокруг себя, да, потому что на самом деле вот такие скромные женщины, они сейчас, наверное, все-таки большая-большая редкость, и вы, в общем-то, об этом знаете. И если вы увидите, что вот она начала так скромничать, да, может быть, она действительно стесняется, там какие-то свои эмоции проявлять, то вот мне показано, что многие из вас все-таки начнут еще дальше действовать, да, вы будете еще больше проявляться в этих отношениях. И чем больше вы будете сближаться, тем меньше будут ваши страхи и сомнения, потому что вот как-то вы внутренне почувствуете, что ей можно верить. Ей можно доверять, и вот мне показано, что это очень большой шанс ваш будет на личное счастье. Вот вы не ошибетесь, как бы вы там ни отдалялись, не брали паузу поначалу, да, после знакомства. У вас есть очень большие шансы на счастье с этой женщиной. То, что да, однозначно. Страхи, страхи, страхи. Посмотрите, постоянно выпадают карты страхи, сомнения, опасения. Да, многие из вас будут проходить через эту трансформацию, но к чему вот вы придете? Вы придете к счастью, к любви, и туз пентаклей обычно нам говорит, что это огромнейший шанс на счастье. Это будет чистая любовь,
это будет взаимная любовь. И вот эта ее сдержанность такая, которая будет поначалу, которая может вас, кого-то отпугивать немножко, на самом деле она раскроется. Она уйдет, эта сдержанность. Женщина раскроется, и вы увидите, что она умеет горячо любить, она умеет быть страстной. Она умеет раскрываться как женщина по всем параметрам. Она очень нежная, она романтичная, у вас будет красивая история. Знаете, почему вот мне еще показано, почему она закрыта была? Потому что ее когда-то тоже мужчина обидел. У нее, в принципе, схожая история с вами, да? Просто вы отдалялись, а она не отдаляется. Она, ну, такую, может быть, маску сдержанности поначалу вот одевает, пока не почувствует, так же, как и вы, что можно доверять, что можно открыться человеку. Это на самом деле такой очень взаимный процесс, и в этом ничего плохого нет. Это будет история про то, что ваша взаимная любовь превратится у кого-то в семью, да, это уже будет исключительно ваш выбор, я всегда об этом говорю, потому что Таро показывает нам шансы, да, а уже будет это гражданский брак, либо официальный брак, это исключительно вы уже сами будете решать, обдумывать, но у вас может быть в любом случае достаточно серьезная история, это не про роман. Это именно про взаимное такое чувство, да, к этой истории вы будете вместе идти шаг за шагом осознанно. Вы не кинетесь сразу, как я уже сказала, в омут с головой. Вы будете обдумывать со своей стороны, она будет обдумывать со своей стороны. Но этот новый шанс на счастье, он у вас действительно будет. Этот шанс на любовь, это шанс на семью, у кого-то дети могут быть, если вы захотите, да? Причем здесь такая искренность мне показана, вот именно искренность в чувствах, искренность во всем. Эта женщина из довольно неплохой семьи, вот она воспитана, она вежливая, она культурная, она хорошая хозяйка, она абсолютно не конфликтный человек, поэтому вы можете даже не пытаться как-то ее выводить на конфликт, потому что у кого-то из вас, мне показано, точно есть достаточно такой вспыльчивый характер. Ну, нервишки шалят периодически, да, жизнь заставляет быть нервным, как говорится. Но чтобы ее вывести, наверное, я не знаю, что нужно сделать, потому что она достаточно спокойный человек, вот именно в плане конфликтов. Она их терпеть не может. Поэтому не старайтесь. Если вы будете где-то там активничать и вспыльчивость свою показывать, она не пойдет в ответ в агрессию абсолютно. Она, наоборот, будет пытаться гасить, да, вот если какие-то моменты такие будут, поскольку это, ну так, на перспективу мы смотрим, да, житейские дела, какие-то могут быть споры, это в любых отношениях бывает. То есть вы можете по какому-то даже чепуховому поводу где-то там немножко взбеситься, скажем так, да, она наоборот, как мудрая, умная женщина, спокойная, будет вас гасить, да, она будет стараться обходить острые углы, чтобы не раздувать конфликты, она будет спокойно с вами действовать, поэтому можете даже не переживать. Это будут красивые такие, знаете, нежные какие-то поступки с ее стороны, вот именно женственность, вот хочется сказать, что в ней очень много будет женственности. И пусть это ее такая сдержанность, кованность, либо же стеснительность, которую вы увидите поначалу, пусть абсолютно вас не пугает, потому что это настоящая женщина, это мудрая женщина, а мудрости, к сожалению, не хватает очень многим. Поэтому, когда она вам повстречается, берегите ее, цените ее, и у вас все получится. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!